Всем привет, дорогие друзья, с вами по-прежнему Эндендена, и сегодня у нас с вами большой и сочный видос по моддингу Майнкрафта. Суть его заключается в том, чтобы научить вас создавать сборки модов в Майнкрафте, работать с модами, с этими самыми сборками, делать их интересными и главное, чтобы они работали и работали без ошибок. И вообще, после просмотра этого видео, ваше представление о возможностях Майнкрафта просто перевернется. В общем, видос для многих должен получиться супер интересным и супер полезным. Видео будет поделено на несколько глав для вашего удобства, так что пользуйтесь тайм-кодами. И, друзья, не забывайте про лайк и подписку на канал. Я желаю вам приятного просмотра, и мы начинаем. Какая настоящая польза работы со сборками Майнкрафта? Не перематывайте, тут немало важной сути. Да, все мы знаем, что моды в майне открывают бесконечные просторы и возможности игрового геймплея. Происходят невероятные вещи, открываются новые возможности и миры. Но все же некоторые отвергают их. Ведь есть ванила. Та игра, которую нам изначально дали, и именно в нее, по их мнению, нужно играть. Хорошо, пожалуйста. Но знаете, вы многое теряете. Эти самые сборки могут не добавлять ничего нового, но делать вашу игру в разы лучше. Та же самая оптимизация. Больше FPS, ведь это же прекрасно. Потом различные сборки, которые просто дополняют ванильный Майнкрафт какими-то несущественными, но приятными деталями. Суть в том, что моды и сборки дают возможности, которыми стоит пользоваться всем. И дальше я вас всему этому научу. Но если заходить дальше, то можно раскрыть, что сборки дают еще что-то более невероятное. Вы можете себе представить возможность создать целую игру по своим идеям, миры, писать любые правила. И это, черт возьми, будет прекрасно, но это сложно. Нужно понимать, как и что делать, нужно знать несколько языков программирования, вести сложнейшие проекты, да еще что-то там дизайнить и рисовать. Не зря для работы над играми выделяются многомиллионные долларовые бюджеты. Но в Майнкрафте вы можете создать все эти миры с помощью модов и практически без каких-либо знаний. Накидал пару модов, и у тебя уже какой-то мир апокалипсиса. Если умеешь, настроил пару скриптов, если более прошаренный, написал какой-то гениальный мод, и ты уже создатель игрового мира. И самое вкусное, на этом всем можно зарабатывать. Об этом тоже я расскажу. Ну что ж, перейдем к самому интересному, но все по порядку. Глава 1. Как устанавливать готовые сборки и как накидать простую сборку модов Майнкрафт. Но тут один общий и важный пункт. Где все это искать и откуда качать? Вот с этого этапа возникают многие ошибки, вылеты и краши. Я вас настоятельно прошу пользоваться только проверенными популярными сайтами, которых вовсе немного. Могу назвать CurseForge и Modrians. Их еще есть пару штук от лицензионных лаунчеров, но лично я ими не пользовался. То есть скачайте именно с этих сайтов. Никаких Minecraft Insight и ему подобных сайтов. Даже темы с пиратскими лаунчерами, которые предоставляют функционал скачивания модов. Все это сомнительные источники, от которых как минимум могут быть проблемы с запуском сборок, а как максимум вирусники. Позже я вам отдельно расскажу о лаунчерах, которые позволяют с легкостью скачивать моды, сборки и собирать эти сборки самим. Вроде как разобрались и все прояснили, но остался один момент – политика. В нашем сообществе мы обычно обходим эту сферу стороной, но такая политика мне очень даже нравится. Я бы даже сказал, что политика во всех ее проявлениях очень интересна. Мировые лидеры явно не только ради денег и роскоши занимаются дипломатией и плетут интриги. Заходи на недавно возрожденный из пепла сервер в Майнкрафте Uncap Mine, где ты сможешь стать мировым лидером, если, конечно, хватит способностей. Просто посмотри на отрывок одной из настоящих реальных битв на этом сервере. Японцы утверждают, что мы признаем свое поражение. Мы живем не ради идей, не ради теорий. Черная стена, толпа быстрее! Черная стена! Желтая стена! 3 человека, 4 человека, 5 человек, все там, все на желтом! Где? Я на желтой башне. Куда прыгать? Решай сам, кем ты здесь будешь. Воином-руководителем обороны или серым кардиналом, спровоцировавших Северный Союз атаковать Союз свободных стран Африки. IP сервера в описании, вход бесплатный. Да-да, я думаю, вы видели, что разные ютуберы играют с какими-то сборками модов. И вам определенно тоже захотелось с ними поиграть. То есть у нас это будет готовая сборка модов, которую нужно будет установить. И я надеюсь, что вы не пропустили все сказанное ранее, откуда ее скачивать. Если же вы скачиваете сборку у кого-то с диска, то можете перейти на установку по этому тайм-коду. Значит, находим на сайте интересующую вас сборку. У меня, например, это будет сборка Dovancraft. Заходим в раздел версии, ищем подходящую игровую версию, переходим на страничку. Обратите внимание, что если вы будете скачивать сборку с CurseForge, то там есть вариант скачать сборку, которая устанавливается только в их клиенте. Нам это не подходит. Этот скачиваемый файл будет отличаться небольшим размером. Ниже на этой же странице мы можем найти раздел «Дополнительные файлы». И уже там нам будет предложено скачать полную сборку с самими модами. Дальше нам нужно будет переместить скачанные файлы из архива в нужную папку, вне зависимости от того, лицензия у вас или
пиратка. Если вы не меняли расположение Майнкрафта, то просто найдите его по команде %, введя это в окно либо же выполнить, либо же в пуске. И там вы сможете найти папку .minecraft. Важный момент. В этой папке не должно быть других установок. Лучшим вариантом будет просто взять и переименовать данную папку в другое название, а на ее место создать новую папку с названием .minecraft. Да, немного муторное занятие, от которого может быть бардак, но позже я вам расскажу о фишках, которые это все исправят. Мы открываем архив и из него переносим папки mods, config, scripts, также могут быть тут еще текстурпаки и шейдерпаки. В моем же случае эти папки вложены в другую папку. Также тут прилагаются требуемые датапаки, но их мы пока не трогаем. Файлы мы закинули, и все, мы молодцы, сборка по сути установлена. Теперь ее нужно запустить. Если вы играете через официальный лаунчер Майнкрафта, я вам соболезную. Нужно будет вручную пропатчить Forge или Fabric. Кстати, я уже готовлю видосик, который вам облегчит жизнь на лицензии. Если у вас в лаунчере есть функционал выбора версии с необходимым ядром Forge или Fabric, то просто выбираете подходящую версию под сборку. Давайте-ка расскажу, как скачать это нужное ядро. Ищем в поисковике, что вам нужно, Forge или Fabric. Допустим, Forge. Заходим на официальный сайт, ищем именно нужную версию. Скачиваем. Запускаем этот файл. Смешно, конечно, но обратите внимание, что нужна установленная Java. У меня, кстати, есть видосик, как ее установить. В открывшемся окне выбираем путь, куда нужно установить этот патч, и то, что это нужно сделать именно на клиент. Все, install. Если в установленных версиях не появится версия Forge, то берем и перезапускаем лаунчер. Ну и вот, в принципе, мы установили сборку и можем ее запустить через эту игровую версию. Чтобы установить датапаки, нужно во время создания мира нажать кнопку набора данных. И здесь нажать кнопку папка с наборами. И в это открывшееся окно в расположение перекинуть датапаки из нашего архива. Потом просто их активируем в Майнкрафте. И все, датапаки, которые я хрен знает что добавляют, у нас установлены. Поздравляю. Теперь перейдем к части по работе со своими сборками. Начнем с простого. Как создать свою простую сборку модов Майнкрафт. Тут не будем сильно запариваться, объясню основную суть, как совместить несколько модов вместе. Тут главное выбрать подходящее для вас ядро запуска модов и просто правильно установить моды. Сейчас небольшое, но важное объяснение про ядра. Это может быть Forge, Fabric и более новый Quailed. Все, что вам нужно знать про них, что у них установки одинаковые, но отличаются они наличием модов для конкретного ядра. Forge более старый, на него больше модов. Fabric поновее, на него некоторых Forge модов может не быть, но под него выходят некоторые уникальные моды, те же самые мощные моды на оптимизацию. Для работы многих модов на Fabric требуется Fabric API, но не нужно устанавливать Fabric API, если у вас нет таких модов, которые его требуют. У вас будет происходить краш Майнкрафта. Моды Fabric не работают на Forge и наоборот. Есть только форки под данную систему. Quailed же это хардфорк Fabric. Для Quailed модов тоже нужно API, но Quailed API. Моды Fabric работают на Quailed, но наоборот не работает. Окей, допустим, мы выбрали ядро, ищем желаемые моды, но не забываем о том, откуда их правильно качать. Я напомню вам про тайм-код. Главное в этом моменте скачивать все моды под одну игровую версию, ничего не упуская, и все будет работать. Если вдруг моды просят какие-то API, о чем вы узнаете из сообщения при запуске Майнкрафта, то просто его качаете. Допустим, вот мне этот мод понравился, вот этот и вот этот возьму. Все, скачал. И все это перекидываю в папку mods, в корневой папке пути Майнкрафта. Если что, он открывается по команде %, в пуске или в окне выполнить. Далее просто запускаем игровую версию запускатором Forge или Fabric, и у нас все заработает. То есть сборка у нас готова. Сборка модов Майнкрафт. Да, некоторые мои умные подписчики поправили меня, что это вовсе не является сборкой, а сборка это нечто большее, это уже готовый продукт. Да, думаю, я отчасти с вами согласен. Итак, основы вы узнали, и теперь давайте же перейдем к созданию этих самых настоящих сборок. Глава 2. Более высокий уровень работы со сборками модов. Эта глава подойдет для тех, кто хочет создавать сборки для совместной игры с кем-то, либо для продвижения ее в массы. Для остальных я все-таки рекомендую все это послушать, тут много всего полезного, но все серьезно это не воспринимайте, просто делайте в свое удовольствие. Если особо не задумываться, то дальнейшее развитие нашей простой сборки это просто увеличение количества модов в ней, ну и следовательно потребуется ее оптимизация, чтобы у нас было больше FPS-иков играть на ней, а также нужно решать различные ошибки и конфликты в процессе ее создания.
И, кстати, по этой же теме я хочу подготовить отдельный видосик с решением ошибок. Но не просто накидать тучу ошибок и тупо решение к ним, а видосик, который научит вас мыслить и решать все эти ошибки. То есть такое универсальное средство для майнкрафтеров и тех, кто создает сборки. А раз уж речь зашла, то скажу вам, что в нашем классном, обалденном Discord-канале мы и производим обсуждение всех этих разных тем для видео, и где вы сами можете мне их предлагать. За это, кстати, вам большое спасибо, так я подготовил это видео. И там же мы собираем различные популярные ошибки с Майнкрафтом. Вот. Итак, что все-таки из себя представляет настоящая сборка модов Майнкрафт? Сборка в идеале должна иметь логику, общую суть и тематику. То есть, если мы накидали несколько модов в папку Mods, то это просто набор модов разного предназначения. Чтобы сделать хорошую сборку, нам необходимо задумка и тематика, либо все вместе, либо просто одна задумка. Вы ведь не обязательно собираете сборку, чтобы поиграть с модами. Есть ведь люди, которые все-таки не играют с ними, либо же им нужна просто сборка для того же строительства. То есть, у нас и будет задача собрать моды, которые помогут нам в этом деле. Тот же мод на топорик, World Edit, либо же посох на удобное заполнение блоков, мод на красивые декорации и тому подобное. У меня даже есть одна история, как мой друг собирал сборку. Не знаю, откуда у него возникла такая идея, но он настолько люто упоролся и с модами создал настолько жестокий и суровый мир, что это не передать словами. При мне, да? А до этого это была, просто такая прикольненькая сборочка, там просто закопайся под землю, да и все. Он потом говорит, бля, координаты, точно. Берет, включает координаты, потом такой думает, бля, что-то как-то все равно не хардкорно. Убирает, блядь, бесконечный источник воды, на. Потом такой сидит такой, бля, я придумал. И я вот после каждого вот этого бля понимал, что он какую-то хуйню придумал, реально. Он такой перезаходит опять в Майнкрафт, запускает демку такой, показывает мне. Крипер его взрывает, его флешит, оглушение, ёпта. Какие-то побочные эффекты, он чуть ли не умирает от просто касания на полсердечка, блять, от этого крипера, просто какие-то пердеж, что-то происходит на экране, я такой думаю, потом он говорит, бля, и я такой, да что еще-то может быть хуже? Он просто перезагружает Майнкрафт, у него пропадают сердечки, появляется эта хуйня слева сверху, его скелеты ваншотают в голову, нахуй. И просто понимаю, и он говорит еще, вот это был, получается, 6-й бля, и я просто здесь скоро доливаю. Я не вытерпел, я просто думаю, что он там делает. Вот так вот, чем это вам не задумка? Ухудшить или улучшить игровой процесс, сделать его невыносимым? Наверное, давайте все-таки перейдем к выбору тематики для сборки. Это, наверное, наиболее распространенный путь по созданию сборок. Кстати, тематики сборок могут быть вот такими. Приключения, космические, магические, технические, техномагические, реалистик, апокалипсис, РПГ. Ну и, наверное, еще сотни тематик, которые я себе даже не могу вообразить. Так вот, допустим, мы выбрали себе тематику технической сборки. Вот мы хотим создавать механизмы, фермы и возводить целые города. Этот сделанный выбор был самым простым шагом. Теперь перед нами стоит задача сделать что-то интересное, такое, во что будет приятно и увлекательно играть. Повторюсь, если вы смотрели важный момент в начале видео, тайм-код на экране, то установить моды не будет никакой проблемы. И далее вам нужно будет просто искать моды по различным сайтам, возможно просматривать и скачивать чужие сборки, смотреть обзоры на различные моды. Вроде как все, что нравится, берем и добавляем. Но перед добавлением подумайте, точно ли оно здесь нужно, нет ли в сборке такого же мода и прочие подобные вопросы. Дам вам совет, чтобы вы также наполняли свою сборку различными модами, которые скрасят геймплей. Я имею в виду моды на атмосферность, какие-нибудь удобства и прочее, такие как J, показывающие крафты, Item Physics на физику предметов, мод на музыку или даже какую-нибудь новую генерацию. Не обязательно конкретно изменяющий, а, к примеру, дополняющий те же самые пещеры, в которых будут появляться новые детали и растительность. Естественно, думайте, подходит ли это под вашу тематику и задумки. И если вы правильно все выстроите, то все это будет просто великолепно смотреться. Пожалуй, позволю себе вставить здесь комментарий. Вообще ситуация с модами на текущей актуальной версии меня сильно печалит. Возможно, я чего-то не знаю, но остро не хватает каких-то глобальных интересных модов, которые хотелось бы развивать. Но раньше было лучше. Вот было же на версиях 1.12.2 или же 1.7.10, где обычно на сборках было пару глобальных модов, которые нужно было развивать и достигать в них каких-то целей. К примеру, легендарный мод Industrial Craft 2 с его квантовой броней как целью и тем же аплайтом, который шел с ним в пару и который очень неплохо помогал налаживать крафты, автокрафты и хранилища. Сейчас я, конечно, не знаю, что происходит по модам, но знаю про тот же Create, который по сути показывает, что в Майнкрафте все сильно ованилилось. С чего бы это?
Так, о чем же я? По факту суть создания сборок модов не поменялась. Нужно сделать интересную сборку, в которой выстроен путь, по которому игрок должен будет хотеть пройти, либо даже проложить путь, по которому нужно будет пройти, ведь люди нынче больно ленивые. Все это довольно сложно. Вот добавили мы несколько технических модов, казалось бы, заходи, играй и развивай их. Но ведь все будет не так. Кому-то просто не будет интересно заниматься этим модом, кто-то о нем и не подумает и разовьет совсем другой мод до предела, а потом внезапно придет к тому. Тут как раз нам на помощь приходят новые инструменты. Повышаем увлекательность сборки с помощью крафтов, квестов и прочего. Да, это пункт, который может изменить ваше творение до неузнаваемости, но скорее всего на него уйдет большая часть времени по созданию вашей сборки. Так что будьте готовы к серьезной работе. Первым делом стоит заняться кастомными крафтами, которые создадут связь между разными модами и побудят игрока развивать параллельно несколько модов. И да, все это сделать вовсе не трудно. Тут потребуется просто мозги, ну или всего один мозг. Изменения крафтов пишутся простейшими скриптами при поддержке специальных модов, вроде бы как называется CraftWeaker. К этому моду, кстати, на сайте приложена куча документации и примеров, можете почитать. К слову, касательно неузнаваемости, не забывайте заниматься переводом модов в вашей сборке, за это вы уже можете заслужить большую репутацию. Квесты и задания тоже отличная тема, чтобы поднять интерес игроков к сборке и улучшить геймплей. Как минимум, это способ игроку понять, куда вообще двигаться, в каком направлении идти в этих непонятных дебрях сборки, которую он не пойми как скачал. А как максимум, это поощрение игрока за достижение какой-то цели, после чего он захочет продвинуться куда-либо еще. Ну и никто не отменял возможность выстроить какой-то сюжет в вашей сборке. Есть, конечно, возможность реализовать все это в техническом плане, чтобы были какие-то диалоги, возможно, кат-сцены, но, черт возьми, это довольно все сложно. И есть ли в этом смысл? Нет, конечно, это будет прекрасно, если вы такое реализуете. Тут я просто упомяну личность, которую все знают, с его невероятными приключениями и выживаниями. Ромка просто всем показал уровень, с которым мало кто может тягаться. Так вот, я даже считаю, что сюжет можно реализовать формально, то есть на бумаге, но реализовать хорошо и донести до игроков. К примеру, вы очнулись после авиакатастрофы на каком-то неизвестном острове. Вокруг только обломки самолета, разбросанные вещи и никого в живых. Вы потеряли сына и дальше... и это уже будет выделять ваш проект как что-то интересное и необычное. Оптимизация – необходимость для комфортной игры. Тут нужно рассматривать как процесс добавления в сборку специальных модов, которые стабилизируют работу остальных модов и вообще Майнкрафта, и от чего FPS-ков будет море. А также нужно грамотно подходить к процессу подбора модов в ваш пак. Не нужны сразу отсечь, чтобы не было модов ради их наличия. Они могут создать лишнюю нагрузку, тем более, когда их множество. И понимаете, если модов уже много, то еще один большой требовательный мод будет просто не к месту, все остальное будет работать плохо. А также не исключена плохая работа самих модов. Может, какие-то моды сами по себе сделаны плохо, либо данная версия этого мода сделана плохо, либо конфликтуют эти моды с другими. Также вам стоит все это проанализировать и предпринять какие-то действия. Исправление ошибок, крашей и конфликтов модов. Обо всем этом я вам расскажу, но не сейчас. Хоть у меня на канале уже есть видео по решению ошибок, но я хочу выпустить более отдельный и полезный для вас видос. Сейчас же вы можете посмотреть мое прошлое видео по решению, либо же обратиться к нам в Discord канал, где мы всем стараемся помогать. А также вы можете помочь мне созданием этого грядущего видео, ну или какого-либо другого. Ссылка на Discord в описании. Глава 3. Фишки по работе со сборками модов Minecraft. Первое, что хочу здесь сказать, это про использование лаунчеров. Официальный лицензионный лаунчер для создания сборок очень неудобный, и ему есть замена, и сейчас расскажу. Но сперва еще раз повторюсь и настоятельно попрошу не использовать сомнительные пиратские лаунчеры. Пиратские лаунчеры с тем же функционалом создания сборок. Да, это удобно, но от этого слишком много проблем и рисков. T-лаунчер, K-лаунчер, Z, X, F – все это на выброс. Пользуйтесь либо же лицензионными лаунчерами, либо проверенными. Боже, меня самого, честно, начал напрягать эта навязчивость, что это ощущается как какая-то реклама, но, ребят, Legacy Launcher пока единственный не подводил, и с ним не было мутных историй. И, кстати говоря, по нему у меня грядет объективный обзор, там все достоверно и выясним. Итак, про замену официального лаунчера и, думаю, функционал создания сборок для Legacy Launcher. Речь, правда, пойдет про различные лицензионные лаунчеры с этим функционалом. Кстати, пока вы меня слушаете, я скажу спасибо подписчикам и покажу их.
кто помог мне с поиском и анализом этих лаунчеров. И тут еще подмечу, что если вы являетесь пиратом, то ни в коем случае не скачивайте взломанные версии этих лаунчеров. Это опасно. Речь идет о лаунчере CurseForge, о котором я говорил еще пару видео назад, а также еще о нескольких удобных лаунчерах, которые я нашел и которые я пока раскрывать не буду. Ну ладно, один раскрою, Multi-MC. Но я вам так скажу, что все они по-своему неудобны и не так хороши. Я нашел всего один, самый лучший лаунчер для создания сборок модов. И об этом я вам расскажу в другом видео. Вот такой вот я. Но по сути эти лаунчеры не отличаются. И да, вы вполне можете создавать сборки, даже если вы являетесь пиратом. О самом лучшем лаунчере вы узнаете в другом видео на этом канале. Так что подписывайтесь и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить. А о том, как удобно создавать сборки на CurseForge и использовать их в пиратском лаунчере, я вам расскажу на канале Кубачевский. Ссылка появилась справа сверху на экране. Ну, вот так вот я вам обещал, так что ничего не поделаешь. Отдельно, думаю, стоит сказать о небольшой, но весьма удобной фишке в Legacy лаунчере. Это возможность разделить каждую игровую версию, все ее устанавливаемые файлы по отдельным папкам. То есть это будет происходить автоматически. Это особенно удобно, когда вы работаете или играете в большое количество сборок. Так у вас будет все лучше структурировано. Как вы видите, эта функция включается в настройках, и после чего вы увидите, что в корневой папке Майнкрафта появится папка Home, в которой и будут располагаться все ваши директории. Пожалуйста, пользуйтесь. Глава 4. Получай вознаграждение за свое творчество. Знаете, на одном удовольствии от создания сборок далеко не уедешь, если, конечно, вы собираетесь куда-то ехать. Создавать свои сборки модов в Майнкрафт может быть весьма интересно, но также и прибыльно. Да, на этом можно зарабатывать. Есть самые различные способы, различные сайты, куда вы можете публиковать свои сборки, тот же самый CurseForge, у которого есть своя партнерская программа, с которой вроде как даже можно неплохо получать. Хотя для людей с Рашки выплаты сейчас под вопросом. Кстати говоря, начать публиковать там проекты довольно просто. Регистрация, заполнение описания и ожидание модерации. И теперь вы автор сборок или модов. Есть вариант делать сборки и показывать их, делать на них обзор у себя на YouTube-канале. Да, уже есть немало каналов по этой теме, но почему бы нет. И напоследок вариант продавать или делать сборки на заказ где-нибудь у себя в соцсети. Хотя лучше всего все-таки работать в коллективе, который в трудный момент сможет тебе помочь. Так и вот у меня возникла такая неплохая мысль об объединении с другими деятелями, чтобы сделать из нас что-то дельное. Хотя скажу даже так, что у меня уже давно находится одна студия по Майнкрафту в подвешенном состоянии. В общем, кому интересно, можете мне отписать куда-нибудь в соцсети, подумаем и обсудим вместе. И, пожалуй, на этом со сборками можем и закончить. Осталась нераскрытой только тема по решению проблем, но и видео по ней в скором выйдет. Не пропустите. Думаю, что видео вышло весьма полезным, так что попрошу вас поставить лайк, подписаться на канал и поделиться этим видео со своими друзьями. Ведь как это такая находка останется без внимания? В общем, ребят, всех поздравляю с наступившим летом. Видео, кстати, будут выходить куда чаще. У микрофона был НДНДена, и как обычно, друзья, я с вами не прощаюсь. Желаю вам удачи и до скорого. Так что будьте готовы к серьезной работе. Так что будьте готовы к серьезной работе, которые создадут связь между разными модами и будут... Кого они будут? Я потерял, где читать? Кстати, тематики сборок могут быть вот такими. Приключения космические, блин. Приключения Я не понимаю. Приключения